Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В свое время первый «Аватар» стал настоящим прорывом в плане создания визуальных эффектов для фильмов, использовал множество инновационных технологий, среди которых были новая система освещения обширных площадей, таких как джунгли Пандоры, павильон для съемок с использованием технологии захвата движения в 6 раз крупнее, чем самый большой использованный ранее, и улучшенный метод захвата выражений лица. Фильм побил несколько рекордов по сборам, став самым кассовым фильмом всех времен, обогнав «Титаник», который удерживал рекорд в течение 12 лет. Картина была номинирована на «Оскар» в 9 категориях и победила в 3 из них. Имея такой успех, создание второй части стало делом времени. Еще в далеком 2006-м, за 3 года до выхода в прокат первого «Аватара», режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о возможном создании сиквела фильма, если тот оправдает ожидания. Правда, планировалось, что вторая часть увидит свет в 2014 году. Впоследствии дата выхода фильма переносилась еще несколько раз. А в 2015 году было объявлено, что Кэмерон перенес дату премьеры второго «Аватара» на конец 2017 года. Но вот, январь 2016, и Кэмерон вновь сообщает, что он переносит дату выхода фильма уже на 2018 год, предположительно декабрь. Все из-за возможной конкуренции 8-го эпизода «Звездных войн», который также был намечен на конец 2017 года. Также, по словам Кэмерона, перенос премьеры фильма связан с разработкой новых анимационных техник и тщательной проработкой сюжетной линии, ведь все 3 части «Аватара» пишутся одновременно, что в свою очередь требует более взвешенного подхода к сценарию. Параллельно с этим постановщик трудился над дизайном мира Нави, его персонажами, средой, существами, работа над внешним видом которых уже завершена. Как говорит Кэмерон, мы захотели создать по-настоящему эпическую сагу, которая будет развивать идеи первой части и превзойдет ее во всех аспектах. Уже на протяжении нескольких лет я работаю с высококлассными сценаристами над развитием вселенной, над новыми персонажами, существами, мирами и культурами. Со временем мы поняли, что сталкиваемся с ограничениями, и нам нужно больше фильмов, чтобы полноценно воплотить в жизнь все идеи. И если быть точным, то больше фильмов — это около 4. Недавно стало известно об весьма вероятном «Аватаре 5». При этом, если верить слухам, 4-й «Аватар» станет приквелом. Предположительно, это выглядит так. При этом Кэмерон заявил, что он намерен снимать все 3 части одновременно, чтобы иметь возможность выпускать фильмы с разницей в год, добавив: пока что у нас стоит цель закончить «Аватар 2» в 2018 году, но если потребуется, мы перенесем премьеру. Сейчас для меня важнее всего не дата премьеры первого фильма, а то, как будут выходить на экраны все последующие части истории. Я хочу, чтобы их выпускали как можно ближе друг к другу. И если мы будем выпускать фильмы на Рождество, мне бы хотелось иметь возможность сдержать это обещание. Для съемок как этого фильма, так и последующих Кэмерон сроком на 5 лет арендовал съемочную площадку NBC Media Campus, находящуюся в Южной Калифорнии. Интересно, что характерными чертами этой площадки является агрессивная программа по экономии водных ресурсов и ряд других зеленых программ. Кэмерон намерен установить в студии солнечные батареи и снять все фильмы за счет солнечной энергии. Расходы на установку соответствующего оборудования обойдутся режиссеру в $5 миллионов. Остальная же часть съемок пройдет в Новой Зеландии, где ранее уже снимались 2 трилогии «Властелин колец» и «Хоббит». По сообщению одного из исполнителей главной роли, съемки должны начаться в 2017 году. Также ходят слухи, что Кэмерон намеревается провести эксперимент с кадровой частотой кинопленки. Если съемки первого «Аватара» проходили с частотой 24 кадра в секунду, то в этот раз режиссер планирует увеличить их число до 60. Однако сам Кэмерон признает, что это вряд ли получится, и скорее всего он выберет частоту в 48 кадров в секунду, как это было в «Хоббитах». Среди новшеств стоит отметить новую звуковую систему, разработанную компанией Кэмерона, Lightstorm Entertainment. Также в одном из интервью Кэмерон сказал: «Я по-прежнему не расположен к формату 3D. Дело в том, что многие люди чувствуют дискомфорт и головокружение, когда смотрят кино в 3D очках. Мы планируем получить невероятно яркую проекцию, для восприятия которой не будет необходимости в 3D очках. Новые части «Аватара» будут выпущены и в формате 4К с симуляцией воды, воздуха и огня.
Эти фильмы будут выглядеть лучше, чем все предыдущие. Все, что мы только можем себе вообразить, мы увидим на экране. Кэмерон отметил, что «Аватар» создается специально для просмотра на большом экране и в очередной раз выступил против инициативы, предлагающей возможность смотреть фильмы дома в день их премьеры за $50. Касательно актерского состава фильма, Кэмерон заявил, что все актеры, чьи персонажи выжили в первой части, уже получили приглашение для съемок в будущих фильмах. Точно известно, что к своим ролям вернутся Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Зои Салдана и Стивен Лэнг. Сюжет фильма, по слухам, расскажет о событиях, происходящих через несколько лет после событий, показанных в первом «Аватаре», и будут повествовать о солдате Джейке Салли, который после принятия образа Аватара становится предводителем народа Нави и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов Земли. И когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джей готов дать им отпор. В третьем же «Аватаре» главные персонажи смогут даже отправиться на другие планеты системы Альфа Центавра. Несмотря на то, что детали последующих «Аватаров» держатся в тайне, Голливуд-репортер утверждает, что у персонажей Зои и Сэма будут дети. Но не будем забегать наперед. Прежде всего, отличительной чертой второй части станет то, что съемки пройдут не только на Земле, но и под водой. Это говорит о том, что значительная часть сиквела пройдет в океане Пандоры, что опять же требует новых технологий съемки, в которых Кэмерону обратно предстоит стать первопроходцем. В 2012 году Кэмерон на борту одноименного батискафа Deep Sea Challenger даже погрузился на дно Марианского желоба ради создания документального 3D-фильма об этой Тихоокеанской впадине и получения вдохновения для создания океанского дна Пандоры. Таким образом, Кэмерон стал первым человеком за последние 50 лет, кто предпринял подобную экспедицию, и четвертым в истории. При этом это погружение стало первым одиночным и самым длительным из всех. Также в 2011 году Кэмерон совершил экспедицию вместе с актерами в бразильские тропические леса, дабы ближе познакомиться с образом жизни местных племен и понять, каково это – жить в джунглях. Вот что значит серьезный подход к работе. Известен даже приблизительный бюджет фильма – это почти $300 миллионов. Напомню, что на данный момент самый дорогой фильм имеет бюджет как раз $300 миллионов. Бюджет всех трех фильмов Кэмерон не называет, но известно, что только в Новой Зеландии останется примерно $412 миллионов. По словам режиссера, благодаря налоговым ослаблениям стоимость трилогии не превысит $1 миллиард. Для просмотра продолжений «Аватара» вам потребуется лишняя пара нижнего белья. Шучу, конечно, но если верить словам самого Кэмерона, это так и есть. В одном из интервью режиссер заявил: «Одно могу вам сказать точно, они будут обалденные, будете сидеть с открытым ртом и обделаетесь». Довольно-таки эксцентричное заявление. Ну а если серьезно, в разговоре с New York Times Кэмерон сообщил, что в дальнейшем собирается посвятить всю свою жизнь исключительно исследованию мира Аватара, то есть фильмов на другую тематику от него можно больше не ждать. Кэмерон сказал: «В прошлом году я практически распустил часть своей кинокомпании, отвечающую за разработку фильмов. Так что я больше не заинтересован в разработке нового кино. Я занят аватарами. Точка. Я буду снимать аватары и не собираюсь продюсировать чужие проекты. Меня не интересуют новые сценарии». Возможно, это кому-то покажется ограничением, но дело в том, что в рамках «Аватара» я могу сказать все то, что хочу. Конечно же, в дальнейшем он взял свои слова назад, но тот факт, что он будет уделять, если не все, то почти все внимание «Аватарам» — это факт. Будем надеяться, что такой серьезный подход к работе и сосредоточенность на аватарах подарит нам по-настоящему